Здравствуйте! Здравствуйте, процветайте, дорогие человеки Земли! На канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород и цветы» речь пойдет о сборе урожая тыквы. На этом участке у нас были посажены рассадные две рассадочки арахисового масла. Вот это, эти тыквы. Одна итальяночка и две голосемянные. Вот на этом участке до теплицы 5 растений поместилось. Одно из них погибло возле теплицы, видимо, там холодно было. Ну и за теплицей была посажена одна семечка итальянского, и за теплицей еще 3 семечки французской тыквы. Но мы чуть-чуть позже туда подойдем. Вот сейчас вот из 5 семян, вот эти 2 кучки, и возле теплицы еще 2 тыквочки лежат, еще подойдем, вот они там и длинные. И итальянцы, конечно, показали себя неожиданно, я не ожидала, что вот такое получится. Из 6 семян итальянских фирмы Коул мне просто презентовали друзья, и всего взошли в рассаде 2 растения. Ну вот эти растения были посажены, было очень холодно, вот была посадка проведена. Я все записываю, 4 мая рассада, а вот это 4 мая, ночью было уже плюс 8, днем 29. Почва прогрелась, была практически теплая, но плюс 17 еще не было. Я поспешила с высадкой, рассада перерастала. Но для того, чтобы сохранить тепло, я вот укрывала вот такими, теплички были с закрытыми крышечками, укрывала, и они где-то еще 2 недели у меня на ночь укрывались вот этими тепличками. И эти растения уже, когда вот ночью прогрелась хорошо земля, ну, это было аж конец месяца, вот 16-15 ночью, днем 27, вот тогда я уже их открывала. А так я их поливала теплой водичкой, рассада, использовала при посадке курник, это удобрение от куриного помета, из куриного помета. И практически здесь был очень хорошая почва, потому что здесь 2 сидерата росли. Здесь был овес и здесь была масличная редька. Ну, вот такой урожай получили, довольно-таки хороший. Голосемянная, я впервые эти сорта покупала, высаживала. И вот голосемянная, действительно, это голосемянная. Вот одно разрезала, там вот попала вода, и, видимо, слизняки, и они ее попортили. Когда еще она была еще не такая устойчивая кора, и вот испорчена. Ну, вот действительно голосемянная. Арахисовое масло очень длинные, некоторые 60-70 сантиметров. Шикарные тыквы. Вот то же самое еще есть еще одна кучка вот с этих 5 растений. После мороза уже почернели листья. Вот еще здесь тоже тыквы. Я даже записала себе, вот 60 сантиметров, есть и 70 на той кучке. Вот, и голосемянные, это круглые, вот такой вид у них. Ну, голосемянные по вкусу, пока то, что я разрезала, мне не очень понравились. Я думаю, что в будущем, когда буду готовить, я тогда о них расскажу. Ну вот, особая речь сейчас пойдет об итальянцах. Из 2 семечек посмотрим, сколько вырос. Вот это итальянцы. Их выращивают, я уже нашла информацию, вообще-то итальянцы в теплицах. Но так как их только 2 у меня, выжили, их укрывали те, и вот такая потом тепло было, и дожди, и прекрасная почва была. Вот их на 2 семенах 10 штук. Они имеют от 80 до 111 сантиметров в длину. Вот это у нас 84 сантиметра лежит, и высота 23, в диаметре 23 сантиметра. Конечно, солидная. Я вначале не знала, думала, что вот этот цвет они еще не спелые, но оказалось, что именно такой цвет они и имеют. Вот. Еще и на заборе здесь солидное количество. Там лежит. Вот это имеет у нас 111 сантиметров. Я измерила, записала. Вот такая красота лежит. По описи, значит, как называется этот сорт? Этот сорт называется Lunga Piena di Napoli. Итальянцы выращивают в теплицах.
Очень высокая выраженность. Написано, что она индетерминантная. Это соответствует действительности, потому что очень такая она длинная. Ее нельзя формировать, потому что нарастает вот на 2 растениях. Я без формировки получила 10 крупных. Сборы итальянцев приходится вести вот с помощью технических средств. Их нести трудно. По-моему, она больше, чем 35 килограмм имеет. Итальянцы подсыхают в ожидании их закладки на хранение. Конечно, они очень большие. Но зато зимой будут очень вкусные соки и вкусные будут вердуты. 3 семечки французского гибрида Руж-Вуф выдали вот такое количество тыковок. Но они оказались очень нежная кожица. Вот только устойчивые более за теплицей были там такие условия, что не было клопов черепашек. И вот они целенькие получились. А вот эти уже даже сейчас слизняки прогрызают. Это не очень хорошо. Хотя они очень красивые. На вкус еще не знаю. Достаточно очень симпатичные. Вот, но посмотрим о каждом сорте, гибриде буду рассказывать в дальнейшем. Так как обещают изменение погоды, я посмотрела все синоптические сайты. У нас дождь, а там за дождем идет похолодание. Обещают 30 сентября и 1 октября уже до -5, 0, -5 по Украине. Но к нам дойдет дождь, и поэтому сегодня близнецы, и как раз очень хороший день собрать все тыквы. Солнечный день, это хорошая погода. Я их всех пообрезала, хвостики всем как надо оставила. Это важное условие. Вот это и солнечный день, это позволит нам сохранить вот эти все микро-макроэлементы, каротин, сахара, витамин С, группа витамина В, которые есть вот в этих, особенно арахисовое масло, в этих тыквах точно. Вот. И нужно именно собирать вот в такую погоду, теплую, сухую погоду. Это как раз условие уже соблюдается. Ну и уже подготовлены полочки, где мягкая ветошь застелена. Они будут храниться отдельно в проветриваемом помещении. Нельзя туда будет ни яблоки, ни груши. Сейчас оттуда забираем груши, для того, чтобы они не выделяли этилен, который ускоряет созревание тыквы. Нам нужно как можно дольше период сохранить тыквы. А это легкие сорта, особенно итальянские. Ну, посмотрим, будем каждый сорт, все новинки разбирать, пробовать, готовить. И тогда более детально по каждому сорту тыквы я отдельно буду готовить видео и об этом расскажу. Ну, а сейчас пойду покажу те тыквы, которые были высажены семенами. И что мы получили. Вот то, что было высажено семенами. Открытый грунт. Очень долго, холодно, холодные июньские ночи, они плохо всходили и вообще плохо росли. Вот это два растения, вот эти тыковки. Это тоже арахисовое масло, разница ощутимая, довольно-таки ощутимая. Вот французский, это из 2 семян выросло 2 французские. Ну и это обычная наша была домашняя, одна тыковка тоже. Вот что мы получили семенами в открытом грунте. Что ж, можно уже подвести итог по поводу урожайности. Вот на этом участке, где у нас 5 семян, 5 рассадных растений тыквы было посажено, мы получили вот такой урожай. Не взвешивали, не знаю сколько, но это солидное количество тыкв. И здесь не было формировки, абсолютно никакой формировки. Только в августе месяце я обрезала все пасынки и укоротила основные побеги. И это все, что было сделано. Причем это было в начале августа и в конце августа я еще дополнительно, какие-то вот где появлялись побеги, я их просто-напросто обрезала. Вот такой урожай, без формировки. И только что показывала урожай. Открытый грунт с семенами, и там я их формировала, обрезала строго, так как рассказывается в различных советах. Вот. Все-таки моя бабушка оказалась права. А бабушка говорила:
Не трогай тыкву, она сама знает, сколько ей надо нарастить плодов и сколько она сможет их прокормить. Раиса Горяченко рассказала о том, как выращивала тыквы, вернее, об урожае тыкв без формировки и с формировкой, с рассадой и без рассады, семенами. Вот такая прекрасная у нас интересная история с тыквами получилась в этом году. Так что выращиваем тыквы рассадным способом и без формировки. Тыквы сами знают, что и когда им нужно сделать. Хорошего вам урожая, прекрасных заготовок и удачных новых вам открытий на ваших грядках.